вам все равно здесь придется начинать с самого нуля. А стоит ли это того? И ты здесь себя чувствуешь своим. Канада является одним из лучших вариантов для того, чтобы растить ребенка. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Около Канады, и с вами, как всегда, я, Ирина. Сегодня бы хотела с вами поговорить о том, почему все-таки стоит переезжать в Канаду, какие есть большие плюсы и для чего все-таки люди сюда переезжают и почему здесь остаются на долгое время, а возможно и на всю свою жизнь. Мы, как иммигранты, которые ищут себя, множество людей переезжали из-за войны, например, собственно, в Канаду, многие люди уезжали в Америку, и, конечно же, смена континента — это очень серьезное решение, серьезный выбор и сложный выбор. И поэтому становится вопрос такой, а стоит ли это того, и нужно ли переезжать все-таки так далеко, и что взамен за этот переезд, за эти труды я получу. И вот именно об этом я хотела с вами поговорить в этом видео. Давайте начнем с того, что, переезжая в Канаду, вы начинаете свою жизнь с самого нуля, то есть обнуляетесь максимально, потому что если вы не являетесь каким-то прям супер человеком определенной профессии, которая подходит в Канаде, если вы не знаете язык английский на 100%, то вам все равно здесь придется начинать как бы с самого нуля. И об этом не стоит забывать, потому что некоторые люди переезжают сюда и потом очень сильно расстраиваются, разочаровываются в стране только из-за того, что они уже не такие как бы влиятельные, как были когда-то в своих странах, например, в Украине, в Польше там, или в других странах, в которых вы жили. И уже привыкли к своей системе жизни и к тому, кем вы там являетесь. Здесь вы, получается, как новая страна, новый человек. И тоже, изучая язык даже новый, мы все равно становимся новым другим человеком. Об этом не стоит забывать. И иногда бывает страшно увидеть себя с другой стороны и открыться по-другому. Но в любом случае это будет помогать вам в развитии. И вы, когда перейдете вот эту вот грань, когда тяжело, сложно, непонятно, и окажетесь в том моменте, где вы уже определены в чем-то, хотя бы в своей работе или в том, к чему вы хотите стремиться в данной стране, то тогда вы видите в этом смысл и видите вот этот вот момент своего собственного личностного развития. Поэтому это очень круто, и это является одним из плюсов, которые я бы могла выделить для переезда в Канаде. И стоит ли это того? Стоит уже хотя бы для того, чтобы почувствовать это личностное развитие. Если вы живете в Калгари и хотите себе крутую фотосессию индивидуальную, семейную, для своего ребенка или для своего бизнеса, я буду рада предоставить вам свои услуги, так как я являюсь фотографом. Можете написать мне в Instagram или на мою почту. Буду рада сотрудничеству. Примеры моих работ вы можете увидеть в моем Instagram. Конечно же, сложности начинаются с самого начала, когда мы только сюда приезжаем, и вы приезжаете в новую страну совершенно с другим менталитетом. Честно говоря, конечно же, этот менталитет немного попроще для нас, мне кажется, для восприятия, потому что здесь нет места осуждению, нет места каким-то, знаете, ущемлениям, хотя бы по национальной принадлежности, и ты здесь себя чувствуешь своим уже хотя бы в том смысле, что здесь тебя никто не будет унижать и говорить, что типа ты приехал сюда, ты иммигрант, уезжай отсюда. И это огромный плюс, потому что ты здесь себя чувствуешь как дома. Вот, даже несмотря на то, что ты не знаешь язык на 100%, люди всегда стараются тебе помочь, подсказать, или просто спокойно тебя выслушат и сделают все возможное, чтобы как бы облегчить вот этот твой диалог с другим человеком. Люди здесь улыбчивые, радостные и максимально всегда стараются, как бы найти к тебе какой-то подход. Когда ты живешь здесь какое-то время, ты уже тоже чувствуешь вот это вот желание быть доброжелательным, милым, и тоже начинаешь пытаться найти подход к другим людям. Что, кстати, мне кажется, очень классно развивает коммуникацию, и в целом, когда ты живешь в позитивном настрое, когда у тебя постоянно вот такой вот доброжелательные люди и счастливые люди, ты тоже уже начинаешь мыслить совершенно по-другому, и начинаешь уже думать о том, как тебе тоже улучшить свою жизнь в этом плане хотя бы. Конечно же, если мы говорим про Канаду, то мы не забываем о том, что здесь есть огромные возможности в развитии. Развитие себя как человека, развитие своего бизнеса или своей профессии. Здесь вы можете получить работу
Конечно же, вначале получают работу чаще всего какую-то простую люди на минимальных зарплатах, но я уже вижу, вот люди, которые приехали, уже как 2 года выдают вроде бы, да, визу по КУЭД, уже видно, что люди начинают развиваться, уже как бы даже несмотря на то, что работают на работах, которые необходимы для получения пиара после КУЭДа, да, после work permit, уже видно, что люди начинают максимально как-то двигаться и идти в сторону своего личного развития, своего бизнеса, и это круто. На самом деле меня это очень радует, потому что как бы стопориться на определенных заработках или на определенной работе, которая тебе не нравится, это очень плохо для психического здоровья и для вообще личностного развития, потому что жизнь слишком коротка, чтобы нам оставаться на одном каком-то пороге, который нам не нравится. Нужно обязательно стремиться куда-то и идти туда, что нам будет приносить желание жить, и этим мы будем радовать и себя, и наших детей, и, да, и вообще просто жизнь будет намного ярче. Поэтому наши люди в большинстве своем не останавливаются, ищут себя. Я встречала уже не раз людей, которые там работают на работе, но все равно ходят, например, вот у меня есть знакомая, которая ходит на кастинги, даже уже здесь, ей хочется быть в кино. Она это чувствует, она знает, и она вот ходит на кастинги. Есть люди, которые работают на одной работе и развивают свои другие бизнесы. То есть классно, что наши люди, они находят себя. Если у вас есть желание вот этого вот развития, стремление к чему-то, то это очень круто. Это нужно ловить за хвост и сразу же пробовать развивать, потому что в Канаде на этом реально есть большие возможности. Если у вас есть желание, есть мотивация, вперед действуйте. Как раз к этой теме вот только мы записывали с Максимом сегодняшнее интервью. Максим вообще очень интересный человек, вот ссылка в описании, перейдите, это у нас очень крутой подкаст, послушайте, у него крутая история, он врач, он человек, который открыл свой бизнес в Польше с нуля, который развивает сейчас очень крутой бизнес в Канаде, и это на самом деле очень круто, это так вдохновляет, когда ты видишь таких людей заряженных, когда они стараются, стремятся. Советую реально перейти посмотреть, оставляйте свои комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал, у меня будет очень много классных видео и подкастов, так что, здесь будет очень много крутого. Не пропустите и не пропускайте, и, конечно же, я жду ваши комментарии. Приезжаю сюда, конечно, должны понимать, что все начинается с меньшего и должно по накатанному идти к большему. В нормальном случае, и желательно, чтобы было так. И плюс, конечно, переезжая в новую страну, ты как бы чувствуешь вот эту новизну, и тебе хочется, у тебя есть мотивация делать что-то. Но часто так бывает, что люди впадают в депрессию, и сложно из этого выйти, потому что здесь почти никого нет, здесь одиноко, поэтому мне кажется, вот главная ошибка, которую, например, я лично совершала, и мне кажется, может, даже сейчас совершаю, это отсутствие других людей и общества вокруг меня. То есть чем больше ты людей такого же типа мышления, как и ты, подберешь к себе, тем больше у тебя будет мотивация и желание действовать. Поэтому классно с кем-то общаться и иметь какой-то круг общения, который будет поддерживать тебя, а ты этот круг общения. Это очень круто. И нужно не забывать о том, что люди, наше окружение — это вот частичка нас. Вот, поэтому, классно, общайтесь с людьми. Если у вас есть дети или вы планируете завести детей, понятно, что Канада является одним из лучших вариантов для того, чтобы растить ребенка, потому что здесь на самом деле детей все очень сильно любят. У меня есть ребенок, и я ни разу за все это время не встретилась вот с таким, знаете, косым взглядом, где типа убери своего ребенка отсюда нахрен. Нет, вообще все так радостно улыбаются, машут, как дела. Вообще все люди разной национальности, просто они живут здесь, и они любят детей, и это круто. Знаете, и ребенок растет в такой атмосфере, когда он просто понимает, что я нужен этому миру, мне радуются. Потому что когда, и вот, я не знаю, ты растешь в Украине, там где-то в России, где-то в наших странах СНГ, то там ты растешь в таком понимании, что типа как бы побыстрее, посильнее спрятаться, чтобы тебя никто не заметил, чтобы на тебя тетка не наорала какая-то, или, я не знаю, какую-то педофила не встретила где-то, или где-то что-то еще такое. То есть, я не знаю, я помню в детстве очень часто на меня кричали какие-то люди, что я там гуляю не там или трогаю цветы не там. Одна женщина вообще пыталась выбежать и скинуть на меня ведро воды, потому что я зашла случайно на территорию, где она свой сад строила. Она так орала, материлась. То есть, это у нас нет никакой любви к детям, мне кажется, вот
чаще всего. Никто не относится к детям хорошо. Дети — это что-то такое низшее, что мешает обычно. А здесь дети — это круто, дети — это радость, дети — это улыбки, дети — это энергия. И это так радует меня, что я живу в таком месте, и мой ребенок растет в таком месте, просто невероятно. И мне кажется, что вот для развития как бы себя и своей семьи здесь отличное место. И это способствует только позитивному взрослению вашего ребенка или будущего ребенка. Уже не говоря о том, что здесь на самом деле очень классная система обучения. Мне это нравится, что, например, здесь детям не задают уроки. Я не знаю, как хорошо это влияет на образование, я еще до этого не дожила, у меня еще не такой взрослый ребенок, но мне классно, что не задают уроки, потому что мне кажется, что у ребенка должно быть личное время вне школы. Я помню, как мы ходили в школу, а потом приходили и делали уроки. Это было ужасно. То есть здесь у тебя есть время в школе, ты обучаешься, делаешь, что тебе интересно, тебя никто ничего не заставляет. Знаешь, как у нас учитель бил нас карандашами и засовывал бумагу в рот, когда мы не хотели изучать какой-то стих. Да. Здесь такого, я надеюсь, не будет. Не должно быть, во всяком случае. Вот, то есть такая свобода есть у ребенка в самовыражении. Конечно, есть крайности, когда свободу в самовыражении уже, знаете, агитируют на то, чтобы там мальчики стали девочками, а девочки мальчиками. Но этого я не совсем понимаю. Но в целом, если говорить о поколение, которым вырастет здесь, и уже выросло в Канаде, потому что я наблюдаю, какие здесь дети. Они милые, добрые, они послушные в плане того, что они не слушаются, потому что их заставили, там, били или что-то еще, там, не знаю. Они просто хотят слушать родителей, потому что родители имеют авторитет. И это круто. Это самый экологичный способ воспитания детей, и вот в Канаде он здесь, мне кажется, так наиболее популярен. Ну и, конечно же, плюсом является то, что вы изучите английский язык. Я так рекламирую, как будто переезжайте все в Канаду. Нет, но есть люди, которые интересуются тем, чтобы переехать куда-то в Канаду или в Америку, и мне кажется, классно поделиться этим. Изучение английского языка дает огромное количество возможностей, даже если вы не будете оставаться жить в Канаде. Вот за 1,5 года я, честно говоря, сильно прям язык не изучала, не ходила на курсы, не сижу в Duolingo каждый день, просто общаюсь с людьми, когда получается. Вот, и за это время я уже выучила английский так, что я могу понимать собеседника и ему отвечать. Понятно, грамматически мои предложения, скорее всего, неправильные, я так предполагаю, но я думаю, что меня прекрасно понимают. И со временем я начну выстраивать грамматически правильные предложения, чтобы общаться чисто с носителями уже языка. Хотя в Канаде, честно говоря, я так замечаю, что множество людей могут говорить неправильно и с ошибками, потому что здесь все почти иммигранты. Или дети иммигрантов. Ну, дети иммигрантов уже говорят, понятное дело, лучше. Вот, поэтому даже если вы не будете здесь жить, вы изучите английский, и в любой стране нашего мира вы будете иметь возможность получить какую-то работу или большую зарплату за то, что у вас есть знание английского языка. Можно сказать, что это можно сделать везде, и на самом деле я удивлена, что, у нас в школе, например, английский язык преподавали очень плохо, и это было, максимально на низком уровне, оценки ставили ни за что, и никто не стремился нас научить. И это очень печально, потому что, даже сейчас в странах Европы детям прививают языки, там, английский, французский и так далее, это круто. Но здесь, вы и ваш ребенок будете знать английский язык, потому что вы являетесь вот именно в кругу носителей английского языка. И, как вы знаете сейчас, и всегда уже, давно уже так, что английский язык — это один из самых важных языков в нашем мире. Вот так, дорогие друзья, поделилась сегодня с вами вот этими вот возможностями и интересными плюсами Канады, которые привели меня к тому, почему же все-таки стоит переезжать сюда, и что вы от этого получите. Конечно, это не все, и можно рассказать еще много-много плюсов, и обязательно это буду делать на своем канале, так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свой лайк, и, конечно же, я жду ваши комментарии, чтобы с вами поболтать, и поделитесь, что вы думаете на эту тему. Всем до новых встреч, пока!